Привет, меня зовут Светлана. Друзья, прошло 2 недели, и сегодня состоится очередное заседание нашего светского клуба. И начну я, как обычно, с анонса. Как вы знаете, в первой части видео я представляю вашему вниманию прогресс моей вышивки. Это 2 большие картины: «Возвращение блудного сына» Лосева Николая Дмитриевича и «Базарный день» Теодора Жерара. Затем, во второй части видео, мы вновь отправимся в путешествие по древнему миру с его мифами и легендами. Да, друзья, нас ждет следующая глава знаменитых загадок глубокой древности. Почитаемые сверхъестественные силы богов люди часто изображали в виде животных, сказочным образом, но с глубокой верой. Со временем они стали обожествлять и своих властителей-фараонов. Но каким бы небесным существом ни мыслил себя фараон, и сколько бы ни звучали в его ушах слова подданных, повторяющих его официальный титул «Великий Бог», фараон все-таки чувствовал, что жизнь его не будет безграничной. Вечность его не настоящая. Боялись они, что когда кончится их правление на земле, они не получат столь желанного бессмертия, а душа их и тело превратятся в ничто, в прах, хотя фараоны так хотели бы жить вечно. Да, были у фараонов большие и малые повседневные заботы, но самой главной их заботой была одна – как обеспечить себе вечную жизнь. Итак, друзья, нам предстоит экскурс в Древний Египет к секретам египетских мумий. А сейчас вышивка. Начну я с основного процесса возвращения блудного сына. Картина написана по мотивам одноименной притчи Иисуса Христа. На начало отчетного периода моя работа выглядела вот так. А затем... Сегодня 22 июня, суббота, и взял свое начало новый отчетный период. Вот, друзья, выделила я область, которую не успела вышить в прошлый раз. И затем у нас случится очередная перемотка. Надеюсь, последняя. Затем уже будем перемещаться вправо, разворачивать полностью канву и приступать к вышивке третьей части картины, заключительной. Ну, до этого еще нужно дойти. Вот. Ну что, начнем. Вышивать я буду сына, продолжать главного героя, и морду собаки. Ну что ж, приступим. Ух ты, опять засиделась. На часах уже за полночь. А вы еще не ложитесь? Не могла оторваться от вышивки. Вот такое расположение крестиков имел последний символ. И я решила закончить этот приятный фрагмент безотлагательно. И вот встречаем сына. Как видите, друзья, он у нас немного прибавил. И да, глядя на этот фрагмент, создается впечатление, что он занят кормлением собаки и явно предлагает ей какие-то вкусняшки. Но мы знаем, что это не так. Он здесь совсем по другому поводу, как гласит притча. Теперь давайте пока немного рассмотрим нашего персонажа. Он, конечно, вышит еще не в полный рост, но все волнующие детали уже налицо и несколько ниже. Да, друзья, ни один элемент тела не смазан, что, конечно, не может не радовать. Рука какая натуральная, все мышцы явственно обозначены. На мой взгляд, по нему даже можно изучать анатомию. Да, радует и то, что не только лица персонажей проработаны, герои, в том числе и собака, выглядят полностью максимально реалистично и предстают перед нами как живые. И, кстати, касаемо собаки. Породу еще мы с вами, конечно, не определили. Ну что ж, будем ждать ее полного завершения. Возможно, тогда и будет видно, какой такой перед нами терьер. А возвращаясь к сыну, хочется обратить ваше внимание на его одежду. Вернее сказать,
на то, что от нее осталось. Рубище из грубой толстой ткани. Ветхие рваные клочья одежды абсолютно четко показаны в вышивке. Вот они, свисающие с правого плеча персонажа. Цвета такого ненастного дня на болотах. Какие замечательные места! Эти болота никогда не промелькаются. В центре Гримпинской трясины. А вот это Гримпинская трясина. Вот попади туда человек или животное, один неосторожный шаг и все. Да еще и собака рядом. Вот как-то все это навеяло. Да, друзья, вот такая получается красота на сегодняшний день. Ну что, идем дальше. 27 июня. Наконец-то случилась перемотка. Окончательная для данной части картины. Вот мы видим даже конечную цель. Размечена у нас очередная область в 2500 крестиков. Вышиваться будет отец, его одежда. Следующую область я буду размечать ниже, чтобы уже, так сказать, поставить главного персонажа на твердую почву. И постепенно буду затем передвигаться вправо. Участок обещает быть несложным. Здесь мы видим всего лишь 6 единичек. Ну, двоечек, конечно, чуть побольше, трешечек, ну и так далее. Все присуще многоцветным работам. Так, друзья, ну и как обычно, хочу все-таки пролистать до самого крупного участка, который будет вышиваться одним цветом. Так, вот мы к нему и подошли. Состоять он будет из 233 крестиков. Да, предпоследний будет состоять из 192. Перед ним 163, 131, 120. Ну, участок многоцветный, как обычно, потому что одежда. А вот так, друзья, иголочкой формируются глубокие элегантные складки на одежде отца. Такая красота. Итак, сформировались, друзья, у нас складки, а вместе с ними мы закончили вышивать данную выделенную область. Вот такие замечательные они у нас в итоге получились. Смотрятся естественно, объемно, складки мягкие, глубокие и, на мой взгляд, даже передают структуру ткани. Складки вышивались приятными группками крестиков, а кремовая часть одеяния отца содержала в себе более многочисленные группы крестиков. И вот так смотрится в итоге. Мне нравится. Так, ну и, конечно, по окончанию этого участка я сразу же выделила следующий. Так, ну понятно, что вышивать мы будем, продолжать будем вышивать отца, часть ноги, одеяние и почву, на которой стоит наш отец. Ну, я не знаю, друзья, вот думаю, возможно, при вышивке я буду заходить за пределы, чтобы вышить и пальчики, одним словом, закончить полностью ножку отца. Но не уверена, посмотрим, как пойдет дело. Так, а сейчас меня, как обычно, интересует, насколько сложным будет в вышивке этот участок. И по обыкновению встретят нас единички, но их, как для многоцветной вышивки, незначительное количество совсем. Двушек немного больше. Так, уже пошли трешки у нас. Так, все как обычно, все понятно. Участок обещает быть многоцветным достаточно. Так, уже пошли у нас 20-очки, 30-ки. И сейчас я быстренько прокручу, чтобы узнать. Вот он, самый масштабный участок
группа крестиков будет состоять из 245 крестиков. Ну что, поехали! Вот, друзья, как я и говорила, отец вышивается приятными сплоченными группками крестика. Вот такие вот складочки вырисовываются у нас. Где пол, там присутствует россыпь. Пока в небольшом количестве, но далее посмотрим. Вот так, друзья, выглядит законченный вышитый участок. Пол, друзья, вышивался, если вначале мелкой россыпью, то затем россыпь становилась все крупнее и масштабнее. Но ничего, мы справились, вышили. Одеяние отца, конечно, вышивалось очень легко, просто, быстро. Вот такие складки чудесные, потрясающие, не могу никак успокоиться и наглядеться. И вот такие яркие пятна от солнечных лучей превратили белоснежное одеяние нашего отца в кремовое. Да, красота. В итоге, друзья, на данный момент работа выглядит вот таким вот образом. Чем ознаменовался данный период, прошедший? Тем, что мы достигли с вами, друзья, самого низа картины. Все. Осталось вышить эту площадь, друзья, и все. И прежде чем перейти к следующему процессу, я, конечно же, озвучу результат цифр. Вышито уже 67% картины. В крестиках это составляет 145 300. За 11 дней мне удалось вышить 7630 крестиков. И осталось всего 71 500. По основному процессу все. Теперь перейдем к дополнительному. Рабочее название картины «Базарный день», «Разгрузочный день». Напомню, это из-за легкости, с которой на данный момент вышивается эта работа. Поприветствуем голубчика Меркурия, древнеримского бога торговли, общения, красноречия, путешествий и удачи. И вновь пойдем в объятия Юпитера, древнеримского бога неба, отца нашего Меркурия. Именно его епархию мы и будем вышивать. Сегодня 4 июля, четверг. А завтра пятница, съемка видео. Посмотрим, сколько у меня получится вышить за один день. Я по обыкновению разметила участок в 2500 крестиков и приступаю к делу. Конечно, полностью вышить намеченную область мне не удалось. Ну что ж, я знала, я чувствовала, я во сне сегодня видела сырое мясо. Однако 1000 крестиков благополучно разместились на нашем небосклоне. Да, друзья, и приветствуют вас белоснежным облачком в центре и набежавшей легкой тучкой внизу. Меркурий красуется перед нами с контрольными весами. Виднеется крыша дома, под которой мирно и счастливо живут его обитатели, будущие герои нашей картины. В общем, на сегодня здесь все хорошо и замечательно. А что касаемо математики, да, вышито уже 7,56% картины. В крестиках это составляет 26 205. Да, друзья, напомню, за один день мне таки удалось вышить 1000 крестиков. И впереди еще 320 245. Итак, достижения обозначены, результаты продемонстрированы. За 12 дней в общей сложности мне удалось вышить 8630 крестиков. Впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. Сразу хочу поблагодарить вас, друзья, за ваши просмотры, подписку, лайки и комментарии. Этим вы меня поддерживаете и вдохновляете на следующие выпуски. Итак, друзья, настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Секреты египетских мумий.
С незапамятных времен летали над землей водами Египта соколы и орлы, ибисы, журавли, чибисы, цапли, дикие гуси, утки и разные другие птицы. Прилегающие к Нилу болота давали убежище множеству птиц и рыб, а также бегемотам, водным буйволам, кабанам, крокодилам. В окрестных травянисто-скалисто-песчаных степях водились львы, барсы, олени, антилопы, а также барсуки, гиены и шакалы. И среди них тысячелетиями влачили жалкое существование жившие небольшими группами люди. А когда здешнее людское население численно увеличилось и окрепло, когда оно уже пасло стада, сеяло хлеб, строило села и города, люди, как воспоминания о древнейших временах, сохранили культ диких и домашних животных. Почитаемые ими сверхъестественные силы богов, люди часто изображали в виде животных, сказочным образом, но с глубокой верой. Со временем они стали обожествлять и своих властителей-фараонов. Фараон называл себя Гором, что значило «бог-сокол». Слово «гор» на самом деле значит не сокол, а высоко летающий, находящийся в вышине. Но как соколы оказались достойными этого имени, так оказался достойным его и божественный фараон всех времен, первородный золотой гор, вечно живущий. «Живи вечно!» желали ему подданные, представавшие перед ним. Иногда они расцвечивали свои пожелания. «Пусть все боги дадут тебе жизнь, счастье твоему дому, пусть осыплют тебя дарами, пусть дадут тебе безграничную вечную жизнь, вечность, которой нет конца». Но каким бы небесным существом ни мыслил себя фараон, и сколько бы ни звучали в его ушах слова подданных, повторяющих его официальный титул «Великий Бог», фараон все-таки чувствовал, что жизнь его не будет безграничной, вечность его не настоящая. Ведь, как следует из египетских мифов, убить можно было и Бога. Осириса, бога-царя древности, убил его собственный брат Сет. В те времена, когда это случилось, думали жившие позднее люди, земных царей не было, страной правили сами боги. Осирис был богом-царем, который научил людей земледелию, виноградарству, научил их вести оседлый образ жизни, почитать богов, научил их пению, танцам, музыке и отучил пожирать друг друга. Брат же его Сет любил насилие и разрушение, поэтому он желал гибели доброму Осирису, старавшемуся улучшить мир. Он вовлек в заговор против Осириса по одним источникам 42, по другим 72 человека и пригласил их, а также Осириса на пиршество, во время которого он показал гостям красивый сундук из дерева сикаморы, обитый серебром и выложенный драгоценными камнями, и обещал подарить его тому, кому он подойдет по размеру. Осирис не знал, что этот разукрашенный сундук – приготовленная для него ловушка. Его собственный слуга тайком снял с него мерку и передал Сету за вознаграждение. Ничего не подозревая, улегся Осирис в приготовленный ему роскошный гроб и даже радовался, что поместился в нем. Как вдруг заговорщики захлопнули крышку. Не только захлопнули, но еще и заколотили гвоздями и даже запаяли свинцом и бросили сундук в море, там, где в него впадает один из рукавов Нила. Жена Осириса Исида, услышав о страшном происшествии, отправилась искать сундук. Море тем временем вынесло сундук на берег Финикии, далеко от Египта, и выросло над ним дерево. Исида хоть и не скоро, но все-таки отыскала сундук-гроб, открыла его и, рыдая, упала на труп Осириса, обнимала, целовала его, пока не зачала от него ребенка, божественного Гора,
который вновь и вновь воплощался в каждом фараоне. Осирис же, спустившись в подземный мир, стал его царем. Но Сет не хотел уступать наследство Осириса даже рожденному богиней Исидой первому гору. Перед сонмом 9 богов спорил он с гором. А когда боги решили спор в пользу последнего, Сет требовал нового приговора или вызывал своего противника на различные испытания. Кто из них в облике бегемота сможет пробыть под водой 3 месяца? Или кто из них сможет построить корабль из камня? Однажды он даже вырвал у гора глаза и закопал в землю, где из них выросли цветы лотоса. Но богиня Хатор накапала в глазницы слепого юноши молока дикой газели и вернула ему зрение. Наконец даже бог солнца Ра, покровительствовавший Сету, склонился на сторону гора и разрешил передать ему царство. А Сета он взял с собой в ладью, на которой он каждый день проплывает по небесным водам с востока на запад. И каждую ночь в подвластном Осирису подземном мире с запада на восток. Для нас, сегодняшних читателей, все это просто сказка. Но египтяне в нее верили. Верили в нее и фараоны, сменяющие один другого величественные золотые горы. Поэтому боялись они Сета, который стоял на носу ладьи бога солнца для того, чтобы вовремя поразить злого змея, нападающего на ладью и выпивающего перед ней воду. А что будет, если Сет поразит и их? Боялись они и того, что когда кончится их правление на земле, они не получат столь желанного бессмертия, а душа их и тело превратятся в ничто, в прах, хотя фараоны так хотели бы жить вечно. Были у фараонов большие и малые повседневные заботы, у какого властителя их и нет. Но самой главной их заботой была одна – как обеспечить себе вечную жизнь. Ради этого воздвигались роскошные царские гробницы. Не для того, чтобы поразить человечество, не для славы зодчих, пережившей тысячелетия, а ради надежного и прочного достижения загробной жизни. Сегодняшним разумом понять это опять-таки трудно. Что общего между тысячами, сотнями тысяч, миллионами камней, нагроможденных в пирамиду или любую другую форму, и бессмертием души? Египтяне считали, что душа может жить только до тех пор, пока ей есть куда вернуться, пока у нее есть дом. Сыновей других стран опыт учил тому, что зарытые в землю трупы раньше или позже истлевают. Народ же Египта всегда с самого начала хоронил своих умерших не в насыщенной влагой почве долины Нила, а на краю соседних с долиной пустынь, где в течение долгого времени завернутые в циновки тела умерших оставались в почти неизменном состоянии. Песок высушивал их и тем самым предохранял от дальнейшего тления. По-видимому, так родилось верование, что загробная жизнь души возможна лишь при сохранности тела. Невидимый двойник видимого человека возвращается в тело и после смерти, и гибнет лишь тогда, когда ему больше некуда вернуться. Тела знати, возвысившиеся над простым народом, а тем более тела могущественных горов, властвующих над всей страной, уже не просто закапывали в песок. Для них строили все более прочные гробницы. Сперва из высушенного на солнце кирпича сердца и тщательно оструганных деревянных балок. Позднее из песчаника, известняка, базальта, гранита, что быка, отделившийся от тела, но и далее стремящийся к ним соединиться двойник, мог жить в более просторном, более удобном помещении. Строили их и потому, что если заключенное в гробнице тело все-таки истлеет, то воплощением усопшего владыки останется его статуя, также укрытая в гробнице. А если погибнет и она, то в гробнице все еще останется
вырезанное на камне в потайном месте имя усопшего. Оно будет служить последним прибежищем душе, позволит ей существовать даже в случае гибели и тела, и статуи. Зачастую делали не одну статую, а множество. Более того, вырезали из камня подобие головы погребенного и замуровывали ее в хорошо скрытую подземную нишу, где, как египтяне надеялись, ее может найти только ищущий свою земную оболочку Ка. Заботились египтяне и о первоначальной земной оболочке мертвом теле, хотя, пожалуй, начали это делать только тогда по-настоящему, когда увидели, как быстро оно разлагается, если его хоронят не в сухом песке, а в выложенной камнем могильной яме. Египтяне все перепробовали в надежде защитить тела от разложения. Так они постепенно узнали, что недостаточно вынуть из тела внутренности и налить вместо них смолу, а на месте сердца поместить вырезанного из камня священного жука-скоробея. Недостаточно вымачивать тело в содовом растворе, а потом его бальзамировать, то есть пропитывать смесью эфирных масел и смолы. Надо его еще не просто обмотать воздухонепроницаемыми, для этого их пропитывали смолой и мастикой, полотняными полосками, бинтами, но и закатать тело с головы до ног в эти бинты, чтобы не было видно и лица, которое замещала резная раскрашенная маска. Так египтяне спасали тело от истлевания, превращая его в неразлагающуюся мумию. Больше же всего египтяне надеялись на каменные сооружения, хранящие и укрывающие и мумию, и статуи, и высеченное на камне имя царя. Если гробница достаточно прочна, чтобы противостоять векам и тысячелетиям, так же долго будет существовать и нашедшая себе в ней пристанище душа. Казалось бы, наивные представления. Но египтяне были уверены, что им открыты тайны загробного мира. Сокровенное знание было изложено в книге мертвых. Самая популярная в египетских изображениях композиция запечатлела мистический переход человека от земной жизни в загробный мир. Почивший стоит на ритуальной ладье, украшенной лотосами, перед входом в храм Азириса, где его тело в образе мумии будет продолжать жить другой жизнью, жизнью двойника. На стене храма, на фоне текущей вечной священной реки, можно различить 4 сосуда для хранения внутренностей из забальзамированного тела. Они в форме человека, шакала, павиана и сокола. Здесь же Бог тот в образе павиана, держащего весы и свершающего суд над душою почившего, а также гений смерти в виде черного человеческого скелета. Бальзаматор Анубис и святый Азириса, обняв усопшего, поддерживает его для мистического таинства одухотворения на особом помосте. 3 маленьких гения смерти при помощи багруб отталкивают ладью от берега смертных. 4-й гений стоит на носу и исполняет функции кормчего. Самого Азириса не видно. Он восседает в это время на троне внутри храма, ожидая прибытия на суд ответчика, которого должен подвести к трону Гор. Усопший на священной ладье преображается, приобретает форму своего двойника в виде мумии. 4-угольный нимб сменяется круглым, указывающим на переход в лучистый мир света. В руках у почившего оказываются атрибуты власти, бич и жезл. По правую сторону круглого нимба изображен крылатый лев с солнечным диском, хранитель гробниц. По левую сторону тот же бог тот, но уже в образе человека, а не павиана. Проходя положенные мытарства в подземном царстве, душа умершего могла избежать всевозможных чудищ при помощи заклинаний и молитв. Этому посвящена специальная глава книги мертвых с перечнем грехов, в несовершении которых должен был оправдаться подсудимый. В оправдательных речах умершего приведен исповедальный перечень этих грехов,
и названы по именам все 42 божества, члены суда, ведающие тем или иным грехом, а также места их особого почитания в Египте. Далее отрицаются следующие грехи: лицемерие, святотатство, ложь, ворчание, клятва преступления, насилие, подслушивание, пустословие, ссора из-за имущества, прелюбодеяние, совершение непристойного, угроза, нарушение правил, гнев, глухота к правой речи, грубость, болтливость, кощунство, клевета и другие. В оправдательной речи умершего содержится отрицание следующих экологических грехов: не останавливал воду в пору ее, я не преграждал путь бегущей воде, я не портил хлеба, я не изгонял овец и коз с пастбища их, я не ловил в селки птиц, я не ловил рыбу богов в прудах. Во время этой исповеди покровитель умерших Анубис, впоследствии сам Азирис, совершает так называемую психостасию – взвешивание сердца умершего на особых весах, уравновешиваемых тяжестью истины. Равновесие означало, что исповедник говорит правду и является праведником, следовательно, заслуживает оправдания и спасения. Спасенный оживал для блаженства на райских полях. В противном случае его потопит великая пожирательница Аменид, изображаемая в виде льва с головой крокодила, что означало нисхождение в ад. Рай, по верованиям египтян, находится в сфере неподвижных звезд, вход в которую расположен на востоке, где восходит солнце. Вступающие сюда праведные души уподобляются богам и вкушают вечное блаженство в роскошных долинах, орошаемых небесным Нилом. В полной мере блаженство наступит, когда их души соединятся с телами, но когда это произойдет, неясно. Для особо праведных душ, мы бы сказали святых, возможно восшествие по Млечному Пути в рай более высокого порядка, где они навеки соединяются с божеством. Правая сторона на полях рая, согласно главе книги мертвых, предназначалась для священных животных – быков, коров, овец, собак, кошек. Таким образом, и животные следуют в блаженство после телесного воскресения, к радости любителей и меньших братьев. Осужденные же грешники вступают в место мрака. Их ожидают страшные муки в огненном бассейне, истязания духами-мучителями и даже вечная смерть, то есть уничтожение и небытие. Между адом и раем пролегает непроходимая бездна, переход туда или обратно невозможен. У египтян был и аналог чистилища, не в пространственной сфере, а во времени, наподобие 40-дневных мытарств души после кончины. Во второй части книги мертвых повествуется об особой судьбе умерших, которые не отягощены смертными грехами, но и не стяжали праведности, то есть не попали ни в ад, ни в рай. Их участь определяется по таблице переселений душ, находящейся в руках бога Луны Тота. Это своего рода кармическое зеркало. Согласно законам кармы, души таких грешников проходят путь покаяния в долгих странствиях по Геродоту в течение 3000 лет и могут воплощаться не только в человеческом, но и в животном теле и даже в растении. Пройдя через чистилище, очищенные души делаются способными войти в рай. Согласно верованиям египтян, у человека имелось несколько душ, из коих в своей земной жизни он сознает 2 или 3 – Ах, Ка и Ба. Это довольно сложные понятия, не имеющие точных эквивалентов в нашей системе представлений. Ах воплощало имя человека, уготованное ему прежде рождения. Ка являлась как бы духовным двойником человека, его гением-хранителем, бодрствующим духом, который встречает умершего и передает информацию о его индивидуальности, помогает вспомнить свое «я». Отправиться к своему «ка» означало умереть.
Благодаря процессу так называемого одухотворения, совершаемому с помощью К, усопший приобретает способность к бытию после смерти и выполнению необходимых в загробном мире жизненных функций. В культе мертвых почитанию К отводилось главное место. Гробницу называли домом К, жреца – служителем К. Душой в нашем обычном понимании, которое оставляет человека после смерти и воспаряет в небеса, являлась для египтян Ба. Египетская книга мертвых не уникальна в истории человечества. Между ней и гораздо более поздней одноименной тибетской книгой VIII века нашей эры есть явное сходство. Сцены суда так удивительно схожи, что невольно возникает мысль об их общем, неизвестном ныне истоке. Кто внушил древним египтянам идею физического воскрешения? Откуда взялась у них убежденность, что тело должно быть сохранено? Что по прошествии тысячелетий оно проснется для новой жизни? Существует гипотеза божественных астронавтов, носителей высшего разума, которые обещали вернуться со звезд, чтобы разбудить сохранившиеся тела. Можно предположить, что пирамиды, эти поистине циклопические сооружения, были построены по замыслу представителей внеземных цивилизаций. Есть и другая теория об источнике духовной науки египтян. Согласно оккультным преданиям об Атлантиде, около 400 тысяч лет тому назад именно Египет принял от Атлантиды великую белую ложу посвященных. Предания об этом были систематизированы глубоким знатоком египетской культуры Валерием Брюсовым. Именно белая ложа посвященных, в течение 200 тысяч лет беспрепятственно продолжавшая свою работу, обеспечила, по мнению Брюсова, приток в Египет переселенцев из Атлантиды и основала древнеегипетское царство, которым стала править так называемая божественная династия. В течение 10 тысяч лет перед так называемым первым потопом в Египте строились знаменитые пирамиды с просторными залами для обряда посвящения, благодаря которому избранные ученики приобщались к сокровенным знаниям. Таинства таких посвящений совершались, например, в знаменитой пирамиде Хеопса, почему ее погребальная камера и оказалась пуста. Конечно, никаких приемлемых для современной науки доказательств сторонники этих теорий предоставить не могут. А в пирамидах на самом деле по сей день живут золотые горы, эти спустившиеся на землю древнего Египта боги-сокола. Только живут не совсем так, как они это представляли. Не бродят их души по давным-давно найденным разграбленным пирамидам, по тайным коридорам, кладовым. Но слава и имена их сохранились до наших дней, и безмолвные каменные строения красноречиво рассказывают и сегодня о том живом человеческом труде и знании, что было накоплено более 4 тысячелетий назад. А суть египетской религии осталась прежней, и заключалась она в глубокой вере в то, что после смерти человека ждет божественный суд, и загробная участь его души зависит от его поступков при жизни. По точному определению отца Александра Меня, это было величайшим религиозным откровением, которое обрел египетский народ. В этом он опередил всех – и вавилонян, и греков, и евреев. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.